И всех приветствую, друзья! В этом видео я расскажу, как проходит моя подготовка к моим первым боям на моем уже третьем КВК в сезоне завоеваний, а точнее к открытию четвертых проходов, который состоится уже завтра в 15:40 по УТК. А перед тем, как осветить главную тему нашего видеоролика, также хотел бы упомянуть тему нашего пред-КВК, потому что отдельного видео по этой теме я не стал снимать, а всю важную и нужную информацию я уже выставил у себя на канале в записи. И поэтому тем, кто пропустил мои записи, я ссылаю вас на то, чтобы вы обязательно перешли на мой канал в раздел записи и посмотрели тем, кому действительно интересно, как прошло наше пред-КВК, посмотрели всю важную информацию о нашем пред-КВК, как оно прошло, какое место я по итогу занял, общий рейтинг наших лагерей, нашего королевства. Всю эту информацию я выложил у себя на канале в записях. И опять же повторять ее в этом видео не буду, а лишь косвенно буду затрагивать в каких-то моментах наше пред-КВК. Но в общем могу сказать то, что пред-КВК лично для меня, для моего аккаунта, для нашего королевства вышло очень и очень хорошо. И тут хочу также отметить работу наших союзников, которые заняли лидирующие места. И это очень и очень здорово. Это показывает наш актив и нашу готовность к боевым действиям на этом КВК. Ну а теперь давайте же перейдем к главной теме данного видеоролика, а именно моя подготовка к первым боям уже на моем третьем КВК в сезоне завоеваний формата «Троянская песнь». И раз мы находимся с вами на главной странице КВК, хотел бы продемонстрировать вам главную механику данного формата, а именно пантеоны, как я прокачал свой пантеон. Выбрал я пантеон Афины, и на данный момент у меня прокачка моя выглядит следующим образом. В общем-то, дошел я до главного навыка, а именно, точнее здесь я перешел на Сотейра, но хотел бы сбросить, да, вот можно сбросить и перейти к прокачке навыка Промахоз, потому что считаю его более лучшим для поля. Он дает нам что? Давайте же прочитаем, что он нам дает. Он дает следующее. Выбрать основного командира отряда, отряд игрока, применившего этот навык, а также его или союзные войска поблизости. Максимум количество отрядов 10. Получает дополнительно 5% к наносимому урону. И каждый раз, когда один из ваших отрядов тяжело ранит или убивает воинов в размере 10 тысяч 4 или более высокого уровня из вражеских лагерей, вы получаете такое количество ресурсных пакетов, 20 ресурсных пакетов 2 уровня, до 300 за одно применение навыка. Я считаю это более лучшим навыком, нежели чем Сотейра. Сотейра дает нам лишь... Но она дает нам множитель исцеления. Исцелить войска можно будет. Но я считаю, что все-таки лучше будет весь урон дополнительный и получение ресурсов. И здесь мы ставим нашего главного командира, это Ахиллеса. Также здесь есть интересная механика использования первого навыка Эргана. Он дает нам раз в день, вы можете получить случайный свисток мудрости. Я его уже использовал и получил следующее усиление. Она у нас ушла сразу в сумку. Значит, свисток Диметры увеличивает скорость сбора всех типов ресурсов. Это мы с вами можем использовать. Давайте для этого это и сделаем. Использовать. И у нас данное усиление начало работать. Вот свисток Диметры, скорость сбора ресурсов плюс 30% на 4 часа. Это здорово, это круто. И что. И также я получил свисток Пандоры. Этот свисток мы можем дарить нашим соклановцам. Ну, давайте подарим кому? Давайте подарим вот этому человечку. Просто так. И ему из этого свитка должно выпасть как раз таки вот какое-то из усилений. Мне тогда подарили, и мне вот выпал свисток Диметры. Но на данный момент самое лучшее усиление у меня это свисток Экскулапа. Увеличивает вместимость госпиталя на 50% до 0,0 УТК. По УТК. В общем-то, пока что это мое самое лучшее усиление, поэтому буду стараться выбить более что-то получше. Это уже можно будет сделать только через 10 часов и 40 минут.
На последнем этапе по обучению войск на предКВК, как я и говорил, я смог подпушить, потратив все свои ускорения обучения. У меня было их 94 дня. И как вы можете заметить, мощь моя очень сильно выросла. На последнем видео она составляла 55 миллионов мощи. Сейчас же она составляет 58 миллионов. То есть моя мощь выросла на 3 миллиона. За счет того, что я переобучил войска на последнем этапе, и вы просто не представляете, сколько я смог переобучить Т4 в Т5. Даже я сам этого не ожидал. По моим подсчетам, в одном из моих видеороликов я считал, что я смогу переобучить около 400-450 тысяч Т5 сделать. Но в действительности вышло намного больше. И давайте же посмотрим, сколько сейчас на данный момент я имею Т5 войск. 614 тысяч. И это очень круто, это превзошло все мои ожидания, ведь я думал, что максимально я смогу переобучить 400-450 тысяч Т4 в Т5, но на деле вышло намного больше и намного лучше. И теперь я спокойненько смогу выводить в поле 2 марша с Т5 войсками, даже с учетом расшира и с учетом дальнейшей прокачки Академии, который позволит мне выводить в поле намного больше войск, то все равно мои марши будут состоять по большей части из Т5 войск. Ну и на алтарь тьмы я спокойно смогу выводить один марш полный Т5 войск. И с войсками мы с вами разобрались, теперь давайте перейдем к моим связкам и к моим командирам. Главная моя связка, конечно же, это будет король Артур плюс Ахиллес. Король Артур у меня экспертный и Ахиллес 3 пятерки 1, но это пока что. К нему мы еще вернемся в этом видео. И Хо у меня это моя вторая связка. Хо Цубин 3 пятерки 1 с Жанкой 5-5-4-2. Да, я попытался здесь, попытался снова свое счастье. У меня было 2 сброса, я их применил. Думал, надеюсь, что будет хотя бы 5-5-2-4. Но, как мы видим, нет, не получилось. И пусть она уже бегает в таком вот, в такой вот прокачке. Пусть, ладно, уже сбросов у меня нет, и с этим уже ничего не поделаешь. По снаряжению король Артур у меня вот в таком снаряжении, без изменений. Но я дал ему аксессуар, это Зов Верных. И отдал я этот аксессуар именно королю Артура по причине того, что последний раз, когда я играл на ковчеге Сириса, то заметил, что Хо бегает намного быстрее, чем Артур. И чтобы сбалансировать данный момент, я решил отдать данный аксессуар королю Артуру, а Хо я отдал древние уловки. И также на нем стоит амулет Дилейн. Это им нужно, потому что по прокачке и по снаряжению второй марш у меня отстает от первого и отстает довольно сильно. Поэтому второму маршу важны все бонусы и все аксессуары, которые позволят им дольше жить на поле боя. Как раз таки это древние уловки. Увеличивает количество войск в армии, и амулет Дилейн. Отряд владельца получает на 5% меньше урона от любых контратак. И также хочу отметить, что на это КВК нам выдали новый артефакт, который выдается именно на этом формате КВК, а именно артефакт эмблема Ники. Выдали нам их в 2 экземплярах, они полностью одинаковые в своих бонусах. И дают они следующие: атака войск плюс 3,5%. И также здесь описание того, что будет, если снарядить наших главных героев данного формата КВК, именно Ахиллеса и Гектора, этим аксессуаром. И если снарядить Ахиллесу, назначенному вторым командиром, любые специфицированные по воинам эффекты навыка будут влиять на все типы воинов, а виды урона навыками будут зависеть от талантов основного командира отряда: пехота, ударный урон, кавалерия, урон комбо-атаками и другие уроны навыкам. То есть это означает, что надев этот аксессуар на Ахиллеса и поставив его вторым командиром в отряде, то он будет подстраиваться под тип урона первого командира. Если его поставим под Артура, то будет комбо урон, то есть ничего не изменится. Если же под Хо, то будет, соответственно, урон от навыков. Если же под
бойцы, то будет урон от ударный урон. Это вот так вот работает. Это очень круто, но применять данный навык, данный аксессуар, конечно же, я не стану, но я его надел, но он работать не будет и ничего меняться также не будет, потому что ставлю я данного командира с Артуром, и у Артура, и у Ахиллеса у обоих комбо урон, поэтому ничего меняться не будет. И также хотел бы поднять очень важную тему, а именно создание мной третьего марша на это КВК. Я планирую, в одном из своих видеороликов я рассказывал, что планирую создать третий марш, а именно прокачать бойцы, сделать его 2 пятерки 1 и поставить его либо с Этель, либо еще с кем-то. И под тем видеороликом я собрал очень много комментариев, за это, ребята, вам отдельное спасибо за такой актив, за обратную связь. Я все эти комментарии прочитал, и все эти комментарии были направлены на то, чтобы отговорить меня от совершения данной ошибки. И не только вы меня отговаривали, также отговаривали от данной затеи мой приятель из моего королевства, мистер Бет. Вы его уже, возможно, знаете, он не раз светился в моих видеороликах. И, в общем-то, я принял решение. Все-таки я все хорошенечко обдумал и честно скажу, что действительно данное решение было принято мной в спешке, поэтому обдумав еще все хорошенечко, прочитав ваши комментарии, я принял решение об отмене создания третьего марша. Также я наблюдал комментарии, которые, если не отговаривали, то направляли меня в другое русло прокачки командиров, а именно прокачать Циня, потому что Цинь это действительно хорошее вложение. На данный момент, даже с учетом выхода новых командиров кавалерии, Цинь остается самым лучшим и самым сильным командиром в игре. Но от идеи создания третьего марша я полностью отказываюсь. Сейчас у меня на данный момент в сумке есть 200, скажем так, округлим 200 золотых голов, которые я мог бы как раз таки потратить либо на бойцы, сделать его 2 пятерки 1, либо же на Циня. Но я отказываюсь от данной идеи и сделаю следующее. И я решил сделать следующее, а именно сосредоточиться уже наконец-таки на своей двойке и все, в общем-то, довести дело до конца. Поэтому мы делаем следующее. Берем нашего Ахиллеса, заходим в навыки и делаем вот что. Раз. Так, и два. Ну и три. И прокачиваем Ахиллеса, делаем его 5-5-5-3. Я считаю это одним из лучших вариантов вложения на данный момент моих золотых голов. И остается у меня всего лишь-то ничего. Прокачать 2 навыка по 80 это 160 золотых голов. Я думаю, что смогу скопить их как раз таки, сделать экспертом Ахиллеса к концу КВК. По войскам мы с вами разобрались, по командирам тоже, связки разобрали, прокачали командира. И теперь давайте перейдем к экономической части, а именно по ресурсам и по ускорениям готов ли я. По ресурсам 100% я готов, сумку я также готов открывать, если вдруг не хватит, но я думаю, что мне точно должно хватить того, что у меня есть в открытом доступе, но на всякий случай у меня есть сумка, у меня есть куча ресурсов вот в этих паках, которые игра не считает в калькуляторе, и есть вот такие вот сундуки, которые я могу хоть сейчас использовать. И давайте же, вот это дело мы тоже все используем. Кстати, это самоцветы, которые я получил, ну, по ходу всей игры до этого момента. И вот конкретно эти самоцветы я получил за счет мародеров, 480 штук. Давайте это тоже дело используем. Это дело нужное, это дело полезное. И выходит у меня 39 тысяч самоцветов. Это очень круто. По ускорениям у меня все так же круто. Универсальных ускорений 205 дней и ускорение исцеления 62 дня. В общем, у меня 267 дней. Я думаю, этого вполне должно хватить на все КВК. Но у меня есть и мои запасы. Но, в общем-то, накопилось у меня ускорений достаточно быстро и много, хотя я переживал, что мне не хватит именно как раз-таки ускорений, но всего хватило и может даже останется после
КВК, но на всякий случай у меня есть мои сундуки. Да-да, ребята, это сундуки с мародеров. Я их до сих пор не открывал. И даже сундуки с снабжения крестоносца. Это, получается, этап восстановления крестоносца на КВК. И, в общем-то, давайте же это дело все откроем. Я это все посчитаю. У вас на экране будет написано, чего сколько мне выпало. 178 сундуков. Это очень и очень круто. Это я побил свой рекорд. На последнем пред-КВК я вроде бы сделал около 150, вроде бы. Сейчас 178, еще бы чуть-чуть, и было бы ровно 200. Ну, давайте открывать. Открывать по чуть-чуть я не хочу, лучше уже вот так вот. Вау, 3 дня. Это супер. Мне здесь, знаете, мне абсолютно все важно. В этих сундуках мне абсолютно все нужно, мне все важно, как по игроку, я беру все. Материалы, ключи, ну, может, ключи не важно, личные кредиты тоже, но вот все остальное это прям супер нужно. Ну, может, еще сундуки с фрагментами именно фиолетовых шмота. Ускорение, звезды и материал все нужно. Гемы тоже нужно. И смотрим. Я буду по ходу дела еще делать скриншоты. Гемы. Гемы это хорошо. 200 по 4. Ресурсики тоже супер. Так. Фолианты знаний. Кожа это хорошо. Ускорение 47 трехчасовых. 5 24-часовых. Есть такое слово, интересно. Так, это тоже скриним. И 22 8-часовых. Это очень круто. А у меня было 201 день ускорения. 202 дня ускорения универсальных. Теперь давайте же посмотрим, сколько вышло. 230 ровно 28 дней. 28 дней мне выпало со 178 сундуков. Вот сколько ускорений. Это круто, это здорово, это прям супер. По гемам тоже я все дело это посчитаю и выведу на экран. Ну и в общем у меня вышло 42 тысячи. Это круто. Снаряжение Окай. И вот эти сундуки тоже давайте откроем. Здесь очень много тоже полезного. Ну, может, не прям совсем полезного, но стоящего. Очки действия, ускорение хорошо. Эти ускорения тоже хорошо. Это пригодится мне, чтобы ускорять Академию. Ну и, в принципе, ресурсы, гемы. По мелочи, но приятно. То есть по ресурсам и по ускорениям я также полностью готов к войне. По ресурсам, по войскам, по всему абсолютно мы с вами прошлись. И также давайте быстренько, я хотел бы захватить одну маленькую тему, перед тем, как рассказать большую и задействовать большую тему. А именно то, что мобилизация альянсов. Ребята, поздравьте нас, мы дошли до 15 уровня. А это значит, что я забираю сундуки. Это я прям очень сильно переживал. Я здесь подпушил. И надеялся, что ребята тоже подпушат. Мы занимаем вообще первое место. Это очень круто. Это так здорово. Я только сейчас, кстати, заметил, что мы занимаем первое место среди альянсов. Личный вклад я на 65-м месте. Здесь еще где-то моя фермочка должна быть. Где? Вот она, просто ферма на 88-м месте. Это тоже здорово, подключать свои фермы на мобилизацию альянсов. В общем, я здесь подпушил, мы дошли до 15 уровня. И эти сундуки я забираю. А это означает что? А это означает, что через 9 часов, а именно завтра, я смогу сковать новое снаряжение для своей кавалерии. А именно ручка. Ручка хватка навара даст мне плюс здоровья 8%. И все жду, когда начнется ивент яйцо рыцаря, чтобы потратить свои самоцветы и открутить на башмаки, потому что башмаки мне тоже важно сделать. Сейчас у меня 7 штук всего, и я очень сильно надеялся на этот ивент, но здесь не получается купить эти молотки за гемы, поэтому жалко. Поэтому ждем яйцо рыцаря, а так по остальным ивентам дух Куджу.
Хороший ивент. Ужин на День Благодарения. Интересный довольно ивент, но уже не такой полезный, как... ну, в принципе, полезный, да. Ускорение. Нет, в принципе, хороший ивент, да. На перегонки со временем, кстати, я нахожусь на 8-м месте. Мы потом чуть позже пойдем с мистером Бэдом бить этих варваров. И, возможно, поднимемся чуть выше. В общем, закрепиться нужно в топ-10. Ковчег Осириса, ларек удачи. Я воспользовался им как раз-таки на предКВК. И, в принципе, усё. Ну а теперь давайте же выполним самую главную часть. Ну, почти самую главную, но не менее важную. Это поменяем цивилизацию наконец-таки. И для этого нам надо с вами это все дело ускорить, либо же отменить. Я лучше отменю, потому что у меня ускорений нема. Но я их поставил вот только что, поэтому не беда. Ну вот Т5 можно как бы и ускорить. Т5 можно и как бы ускорить. Так. И все. Больница все не заполнена, войска не тренируются. Давайте же перейдем. Как я говорил в своем прошлом видеоролике, точнее не прошлом, видеоролике, который был посвящен именно миксу цивилизации, где я рассказывал, как эта система новая работает. Мы делаем следующим образом. Выбираем себе спецюнита, точнее цивилизацию, от которой мы хотим забрать спецюнита. У меня, в моем случае, это Аравия. Нажимаем «Сменить». Запись идет. Проверяю, чтобы это все не вышло в холостую. В общем, Аравия, ее спецюнит самый лучший. Почему я уже все это дело рассказывал в том видеоролике. Ссылка будет на него в описании. И здесь мы с вами... выбираем рыцарство. Повышает здоровье всех отрядов на 3%. Скорость сбора дерева, ладно. И самое главное, это скорость лечения в госпитале на 20%. Забираем и меняем. Все. Отлично. Вау, все такое золотое стало. Поменяли мы с вами цивилизацию и сделали это. Сейчас проверим, сделали ли мы это успешно или же нет. Так, давай грузись. Так, цивилизация поменялась, спецюнит у нас другой, это супер. Что там по войскам? Да, отлично. И самое главное, бонусы. Скорость лечения 60%. Да, поменялось. У меня было 40%, теперь 60%. Отлично. Теперь лечить войска, тратя на них ускорений, стало намного лучше. И ускорений мы будем тратить намного меньше. Это, я думаю, это, наверное, самое лучшее обновление. А на этом данный видеоролик подходит к своему логическому концу. Всем спасибо за просмотр. Пишите обязательно комментарии, ставьте лайки. И, ребята, как вы поняли, все ваши комментарии очень важны. Это не просто шаблонная фраза, которую я говорю в каждом своем видеоролике. Просто говорю, что пишите комментарии и ставьте лайки, потому что это шаблон. Нет, как раз таки все ваши комментарии я обязательно прочитаю, на все ваши комментарии я обязательно отвечу, и все ваши комментарии учитываются и берутся на вооружение. Поэтому данный пример как раз таки вот с созданием третьего марша. В общем-то, да. Действительно, очень поспешно принятое решение, но благодаря вам и моим приятелям с моего королевства данная ошибка была, скажем так, мы ее смогли от нее увернуться и не совершить ее. Поэтому, ребят, все ваши комментарии очень важны. Спасибо вам за обратную связь, и на этом данный видеоролик подходит к своему концу. Всем спасибо за просмотр, и мы с вами увидимся уже завтра в 15:40 по УТК, когда откроются 4-е проходы. Я запущу стрим, об этом анонс я выложу у себя на канале в записи, поэтому вы будете заранее осведомлены, что, когда и зачем. Поэтому всех жду завтра на стриме. Всем пока. Come